Приветствую вас. Давайте обсудим, что у нас было по нефти. На прошлой неделе у нас было два очень сильных, очень масштабных события. Одно из них по нефти, и мы его сейчас обсудим. Подписывайтесь, ставьте лайки и поехали. Итак, вернемся в утро 10 апреля. Я предполагал, что суммарное снижение будет 15 миллионов баррелей в день на ОПЕК+, и на остальных добытчиков нефти. Так, ну вот накануне в четверг вышли СОТ СФТС, позиции американских трейдеров по нефти на вторник. Они с некоторой задержкой выходят, но все равно есть корреляция относительно этих позиций и движения цены в начале следующей недели. В данном случае произошел рост более чем на 10%, и поэтому вполне вероятно, что в начале недели следующей, а именно, скорее всего, это будет вторник, может быть понедельник, но больше вероятность того, что вторник мы увидим какой-то рост по нефти. Вопрос в том, какой рост. Может событие развернуться и в понедельник, потому что в воскресенье торгуется саудовская биржа, и тогда уже может и в понедельник возникнуть какое-то движение. Но саудиты пока под вопросом, непонятно, они сегодня торгуются, не торгуются, их праздник касается, который в Западной Европе или нет. Я не до конца понимаю этот момент, поэтому будем все-таки ориентироваться, я думаю, на вторник. Так, ну вот по данным тех же СОТ СФТС, особых движений по рублю нету, то есть немножко американские трейдеры лонги увеличили, но он, в общем-то, просел до этого ранее и сейчас находится на лоях. То есть, видимо, не ожидают, что он будет на новой неделе девальвироваться, ослабляться. Ну вот, в общем-то, я вчера постил российские средства массовой информации от официальных лиц российских и нефтяников. Заявили, что достигнута договоренность о сокращении добычи на 15 миллионов баррелей. Но на официальном сайте G20 до сих пор итогового документа, в котором четко прописаны цифры, которые планируется достигнуть, не опубликовано. Здесь опубликован документ, который, он общие позитивные намерения утверждает. То есть цифр конкретных до сих пор нету. По имеющейся информации до сих пор идут переговоры, пытаются уговорить Мексику. У Мексики там целая драма с этим сокращением добычи. Сейчас мы этот вопрос рассмотрим. Ну вот сейчас на секундочку перейдем к графику, где сравнение опубликовано трех ключевых сортов нефти, которые для нас важны. Это, конечно же, Brent, Urals и WTI. Но что мы видим? Вот в пятницу, видите, снизились практически одинаково. До этого Urals значительно сильнее уходила вниз, чем Brent. Почему так было? Дело в том, что саудиты, они захватывали рынок, европейский, азиатский рынок, поставляли нефть с дисконтом, занимали хранилища, и поэтому нефть, Уралс и другие сорта, там Сокол, Витязь и так далее, они, в общем-то, уже даже с большим дисконтом, которого никогда не было до этого, не принимались. Вся инфраструктура, она была заполнена, по большей части, саудовской нефтью. Но вы скажете, саудиты коварны, но когда рынок сжимается и надо как-то обеспечивать свою страну и народ, конечно, здесь будешь коварным. Куда тут деваться? Тут, в общем-то, все хищники, и игра идет на тот, кто победит и займет вершину. И поэтому так было всегда и так будет. Я не понимаю даже, что там сидели, ждали, что саудиты не будут ничего предпринимать, если у них самая дешевая добыча нефти $10. Да я бы на их месте вообще всех бы разогнал. Все бы вообще заполонил и никого бы близко не подпустил. Но на самом деле это, конечно, с нефтью было не самое главное событие. Самое главное мы сегодня чуть позже обсудим. А здесь на что я хотел обратить внимание. Во-первых, формат. Вы сами видите, что фактически Америка дает понять, что ОПЕК и всякие картельные сговоры, они ничего не стоят. Все будет решать демократия, под руководством великого демократизатора. Дональд Иванович или Федорович, как меня поправляли. И поэтому формат энергетических решений поменялся в сторону интересов западных стран, что мы с вами и видели на этой неделе. Фактически деанонсировали ОПЕК.
Так, далее вот опубликовали статью, то, что совладелец Лукойла сравнил сделку ОПЕК+ с Брестским миром. Но я даже не знаю, что тут сказать по поводу подобных сравнений. Но мне кажется, совершенно некорректно подобные вещи говорить, с моей субъективной точки зрения. Давайте пробежимся по этой статье. Так, Лукойл положительно оценил результаты сделки для сокращения нефтедобычи. Ну, в общем-то, да, но на самом деле их в любом случае придется останавливать. Потому что, во-первых, есть обязательства по сокращению. Лукойл – это частная компания. Есть компания, которая олицетворение государства, мы ее не будем называть. Но, наверное, как бы ее в плане сокращений будут не в первую очередь теснить. Все-таки, я думаю, в первую очередь будут теснить коммерческие компании. И поэтому, мне кажется, вот что была эта договоренность достигнута, что не была, в любом случае карта бы легла одинаково. Но если бы этой договоренности не было, движение цен было бы резче сейчас. Сейчас резче. Но однако даже наличие этой договоренности, оно абсолютно не освобождает, что через пару недель, через месяц мы увидим резкое движение цены на нефть вниз. Но вот тоже я здесь не совсем согласен. С одной стороны, да, это самое, как формально написано правильно, по сути неправильно. Потому что в любом случае, независимо от того, была бы заключена сделка или не была, все равно бы часть скважин пришлось бы и придется закрывать. И итог будет решать не сколько стоит нефть, а какой получается денежный поток. Точнее, чистая прибыль из денежного потока. А денежный поток – это вот эта стоимость умножить на произведенный объем минус затраты. И поэтому здесь не суть важно, сколько стоит нефть. Суть важно, сколько стоит стоимость нефти умножить на произведенный объем минус издержки. Вот что здесь рулит. А вот это оно все переменное одного уравнения. Опять же, это моя субъективная точка зрения. По результатам сделки удалось остановить ценовую войну Саудовской Аравии, которая агрессивно начала демпинговать. Ну, как вам сказать, немножко приостановилась, потому что они синхронно падают. Но на самом деле здесь спред был 1, 2, 3 доллара раньше. Сейчас он 30% как минимум, а то и больше. То есть остановить, может быть, и удалось. Вот этого нету. Вот мы из этой точки ушли, где был разрыв с Брентом. Вот Брент как себя здесь, и вот Урлс как себя здесь вел. Он провалился, и сейчас, когда стало понятно, что будет какая-то договоренность, восстановился. Но я думаю, это не решение проблемы в любом случае. Во-первых, даже если говорить о некой ценовой войне, хотя с моей точки зрения все определяется спросом и предложением. Потому что есть спрос, который упал из-за рецессии в мировой экономике. А коронавирус, он эту рецессию, этот процесс, он всего лишь его обострил, оголил. То есть первопричина-то она в другом заключается. Ценовая война – это следствие того, что идет в рецессии в мировой экономике. Все валится и падает. Нефть никому не нужна. По факту того, что разразилась пандемия коронавируса, еще и остановили автотранспорт, потому что людей разогнали по домам. Это дополнительно сократило потребление нефти. И ценовая война, она происходит не потому, что там саудиты захотели там шашкой помахать. Нет, она происходит потому, что объективно сжимается рынок. Саудитам нужны деньги, чтобы кормить народ, чтобы принцам покупать майбахи, мерседесы, чтобы строить там солнечные батареи вдоль пустынь, чтобы там недвижимостью все застраивать, оазисы. И поэтому они, разумеется, они просто хватают зубами каждую краюху. И они не дают возможность вообще это самое зайти. Они другую территорию отбирают, потому что они понимают, что рецессия усиливается, и рынок еще сильнее сожмется. И то, что они сделали, на самом деле здесь никакого там ненависти, там мести, я думаю, вообще нет. Здесь элементарный здравый расчет. Пока сжимается рынок, который непонятно, когда начнет распрямляться, потому что рецессия будет только усиливаться,
То, что говорят, что сейчас все выйдут из домов и сразу все восстановится, нет. Цепочки нарушены. А потом вот то, что по домам разогнали, это всего лишь было обострение идущей рецессии. И поэтому здесь ситуация, она немножко, конечно, отскочит, потому что я все-таки склоняюсь к тому, что либо в мае, либо в июне эта штука, она завершится. Вероятность, я думаю, очень велика. Но все равно это к восстановлению мировой экономики не приведет. Так, Саудовская Аравия агрессивно начала демпинговать, предлагая, ну если она может это делать, и если ей кровь из носа надо удержаться и захватить рынок, конечно, она это будет делать, и любой бизнесмен это будет делать. И российские бы тоже товарищи, если бы они были, скажем так, заинтересованы в результате, и, в общем-то, они понимали, что за ними стоит страна и народ, которым тоже с этого надо что-то дать, они бы точно так же расторопно бы действовали. А здесь как бы все нормально, все адекватно они сделали, как и любой бизнесмен. Игру эту провели. Вот это я вообще не понял. Одно дело фьючерсный контракт, на который мы видим на мониторах, другое реальные поставки. Ну, я не знаю, вот я могу так, наверное, сказать. Вот я вижу фьючерсные контракты на графике и больше ничего не знаю, не вижу. Но мне кажется, это не совсем верно и не совсем правдиво, когда как бы нефтяник, который человек в этом бизнесе, он говорит, что он не знает, что там было с реальными поставками. Ну как, ну что там, нету элементарного сарафанного радио или каких-то людей, которые могут оповестить. Ну это, мне кажется, просто несерьезно. То есть фактически они начали, ну так правильно, сужается поляна, конечно, то есть все будут зачищать, все будут стремиться забрать и забить хранилища, чтобы потом уже как бы не поставляли нефть конкуренты, и чтобы, если заводы, они, скажем так, настроены в большей степени на другую нефть, там же пересортится, чтобы они начинали адаптироваться, хотя там, по-моему, в общем-то, не такой существенный переход от саудовской нефти к Уралс и наоборот. Я могу, конечно, ошибаться, но, наверное, если бы это было не так, с такой энергией бы хранилища не заполняли саудовской нефтью. Причем хранилище, где ранее, насколько я понимаю, была нефть Уралс. Но вот это, мне кажется, это вообще слишком оптимистично, как не будут демпинговать. Сейчас они найдут, что не соблюли там какую-то запятую или какой-то там нолик в договоренности. И опять скажут, ребят, вы нарушили в очередной раз, мы сейчас еще там чик, минус $10 и заберем рынок. Так что, мне кажется, это чересчур оптимистично. Но вот эту фразу, я не знаю, мне кажется, вообще подобные вещи говорить неправильно. Что такое был Брестский мир? Брестский мир, страна была в глубокой разрухе, была Первая мировая война, все лежало в руинах, миллионы там погибших. И что сейчас? 14 лет никто не трогал страну, были высокие цены на нефть. Можно было все отстроить, а не страну превратить в бензоколонку. И как вообще можно подобные вещи сравнивать? Ну, то есть тогда это реально была проблема, это реально была трагедия. И действительно вынуждены были делать. Потому что там, во-первых, некому было воевать. Во-вторых, был голод. То есть там страна вообще все по швам трещала. Мне кажется, неправильно такие вещи говорить. Пойти на сделку с Германией. Да, там, если бы не пошли на сделку, там просто кошмар был бы. Я даже не представляю, что произошло бы. И как текущую ситуацию, когда, грубо говоря, проморгали, ее можно сравнить с той трагедией. И я считаю, это вообще неправильно. Ну, опять же, такое может быть 40. Но она может даже и до 70 дойти, и до 60. А если там саудитов бомбанут какие-нибудь дроны, то может и все 94 будет. Или сколько там, 102, по-моему, если по графику смотреть. Но здесь дело в другом. Дело в том, что спрос-то не восстановится. Спрос не восстановится. И поэтому вот этот вот рост краткосрочный, он играть роли особой не будет. Денежный поток от продажи нефти и чистая прибыль будут низкие на протяжении года, а то и 2. Но вот с этим я не согласен, потому что даже если какое восстановление будет, после того, как эпидемия коронавируса свернется,
тут внезапно окажется, что мировая экономика в руинах, и восстанавливаться особенно нечему. Разумеется, тут же скажут, что дело было не в том, что были созданы грандиозные перекосы, и поэтому все рухнуло, а в том, что это коварный кризис все разрушил. Вирус все погубил. Так было все отлично, процветали, а тут, блин, вот вирус этот упал, полетел откуда-то, и все нарушил, все уничтожил. Вот. Я думаю, здесь восстановление будет, но оно будет очень слабым и очень долгим. И причем здесь, скорее всего, кризис пойдет волнами, восстановится, потом опять обвалится еще сильнее. Но я думаю так, что вот как бы все вот эти процессы бурные, которые сейчас пошли, они, наверное, к концу 2022 года закончатся. Но нефть, я думаю, к концу 2022 года она не будет стоить дорого. Потому что то время, когда она стоила дорого, оно уже, мне кажется, завершилось. Какие-то всплески могут быть, но в среднем будет идти спад, снижение цены. Хотя по прогнозам, которые имеются, на самом деле мы не прошли пока пик добычи и потребления нефти, он будет в 2035 году, и потом сразу пойдет резкое снижение. Но на самом деле таких теорий по поводу пика нефти, когда будет максимум добычи нефти и потребления, их достаточное количество существует, и пока еще ни одна из этих теорий точно не попала в цель. То есть там уже было несколько прогнозов, что вот сейчас максимум добычи, и потом все спад, цены падают в ноль. И пока еще ни один прогноз не оправдался. Но здесь в данной ситуации будет очень хорошая подмога, потому что нужны будут большие капиталовложения для того, чтобы выйти из кризиса, как это было в 30-е годы 20 века. И вот как раз эти капиталовложения, их, скорее всего, будут делать, точнее, их будут делать, я уверен, в зеленую энергетику. Но здесь вот я тоже не совсем согласен, как бы с учетом того, что в Штатах все завязано на автотранспорте, там вся страна очень мобильная. Кстати, именно из-за этого и причина такой огромной скорости распространения коронавируса, из-за того, что там высокий уровень развития, все ездят туда-сюда на машинах, там, например, как бы вот у меня живут мои друзья, там товарищи, они ездят там за 100, там за 150 километров на работу по хайвею. И там это норма, там люди живут в пригороде, там в 2-3-этажных домах и спокойно из этого пригорода ездят на работу. Ну там по-разному, кто-то там 20-30 километров, а кому-то бывает и 100-150. То есть к тому, что там очень все мобильно, очень все автомобилизировано и все ездят на машинах. И поэтому, когда сейчас всех заперли по домам, то получается такая ситуация, что бензин, он не потребляется. И вот тот максимум добычи нефти, который они достигли, чтобы полностью заместить весь импорт нефти и бензина, его сейчас некуда девать. И, конечно, в таких условиях они будут снижать. И, возможно, даже вот эти цифры, они не самые большие. То есть там до 4-5 вполне может дойти снижение. Но будет и будет у них сильное снижение добычи. Нам-то что от этого? Там, не знаю, мне вот лично все равно там пыжится, не пыжится. Главное, как вот что происходит с нашей экономикой в текущий момент времени. И вот я вообще не понимаю. То есть, одно дело там, когда чиновник так говорит, другое дело, когда бизнесмен такие заявления делает, это для меня вообще загадка. Так, мини-сланцевые компании вопят. Но на самом деле там крупным компаниям эта мелочь, она вообще по барабану. По одной простой причине, что сланцевая добыча, там она в основном завязана на компьютерном моделировании и на том, чтобы бурить в определенных местах много-много скважин. И поэтому эти мелкие компании, там семейные, у которых там 1, 2, 3 скважины, они ни Эксону, ни Шеврону, я уверен, вообще по барабану абсолютно. Там они их и не скупать, и ничего не будут. Но 15-16 миллионов, может быть, сократят. Может быть, действительно российские чиновники, нефтяники знают что-то такое, что пока не озвучили остальным. Я такое не исключаю. Но проблема-то в том, что на начало и середину апреля избыток 27-30 миллионов баррелей уже есть.
И это при хранилищах и танкерах, заполненных на 80-90%. Даже если предположить, что вот сейчас, прямо завтра начнут сокращать все на 15-16 дружно, во-первых, навес никуда не денется, который уже плавает. Во-вторых, перепроизводство есть. И даже вот при таком сокращении, хотя его не будет, его вообще, скорее всего, не будет без крайней необходимости и банкротства. И вообще, как бы, это не такое дело, что там кран закрыл, и оно перестало течь. То есть здесь потребуется какое-то время, чтобы все это дело останавливать, прикрывать, прекращать качать, там, консервировать соответствующие скважины. И это все не моментально делается. И к тому моменту, когда это сделается, я думаю, 3 месяца не уверен, что хватит. К тому моменту уже будет переполнение всех емкостей танкеров, и цены на нефть мы увидим новые лои при таком раскладе. Я думаю, именно так и будет. Накопилось около миллиарда дополнительных баррелей нефти, которые трудно... Да зачем их вводить? Они будут постепенно расходоваться. Просто нефть надо меньше качать, и эта нефть, она постепенно сама уйдет. Но сделка затянулась на 2 года, потому что непонятно, что будет. А скорее всего не будет такого восстановления, как расписали. А будет только хуже, и еще навес этот есть. Так что я думаю, цены на нефть могут очень круто уйти вниз. Конечно, сейчас они на позитиве могут отскочить хорошо наверх, но потом они, скорее всего, пойдут вниз, и причем очень круто. Но Морган Стэнли уже посчитал, там 27-30 миллионов Морган Стэнли озвучивает. Ну, в среднем по году пока непонятно, как пойдет восстановление, может быть и такая цифра будет. Но вообще есть более авторитетные структуры, при всем уважении к ОПЕК. Это Институт энергетики США. И там, уверен, есть четкое понимание по этому вопросу. Но вот по поводу дивидендов у многих людей, вот кто пишут на форуме, подписчики, кто смотрит, у них, я заметил, есть такая логика, но не у всех, но у многих, что вот я куплю акции, они сейчас просядут, ну и пусть просядут, а дивиденды мне все равно заплатят. Так вот в этом году у всех дивиденды, либо их не будет, либо они будут очень маленькие. Потому что даже у тех, у кого деньги будут, они, поглядев по сторонам и прикинув, какое может быть в дальнейшем развитие событий, скорее всего, они либо инстинктивно придержат деньги, или, может быть, из злого умысла не захотят платить. Поэтому тема дивидендов, я думаю, в ближайшие 2 года на нее рассчитывать вообще не стоит. Итак, смотрите, давайте вот подумаем, что по нефти будет. Но насчет локальных движений мы чуть попозже это обсудим, или завтра с утра, или там ближе к вечеру. Я хотел бы сейчас глобально вот цели расставить по поводу движения нефти. Вполне как бы от текущих значений, на фоне либо достигнутых договоренностей, либо каких-то событий, которые в ближайшее время произойдут, мы можем увидеть движение цен на нефть. Ну вот сюда, вот в этот диапазон 56-66. Это достаточно оптимистичный сценарий. Я не говорю, что оно так железно будет, но вполне как бы может быть движение вот сюда, вот какой-то задерг короткий. Вот. Я думаю, вероятность такого события она есть. Она не 100%, но она достаточно значима. В любом случае, если даже будет движение вверх сейчас происходить, потом пойдет откат. Потому что, я думаю, очень высока вероятность того, что в ближайшее время, после того, как сейчас на фоне там каких-то договоренностей Мексику уломали и так далее, будет откат и движение на 31, может быть даже ниже, 20, а то и 10. Потому что окажется, что переполнены хранилища и нефть, как в тех страшных рассказах про канадскую нефть, будут продавать и еще доплачивать за то, чтобы ее забрали. Но да, здесь все-таки нефть немного недопадала. Вот ей бы надо было бы куда-то сюда вот на 18,5 сходить, и тогда можно было бы говорить, что с очень высокой степенью вероятности будет отскок как минимум до 50, а возможно до диапазона 56-66. Вот сюда вот. Сейчас как бы мне видится здесь не очень устойчивое равновесие.
То есть здесь либо консолидация будет в этом диапазоне, либо сейчас все-таки ее как-то задерут на 50, либо 56, 66. И отсюда потом возможен, может быть, это будет короткий откат, сильное движение на 20, на 27, возможно, даже на 2018. Вот сюда, вот в этот диапазон. Это будет связано, я думаю, с тем, что окажутся хранилища переполнены. Такое вполне может быть. И потом, если как бы эта ситуация, она исправится, как только она урегулируется, произойдет восстановление и, возможно, движение. Ну, даже вот сюда вот. Я так думаю, что когда сейчас установится равновесие, если действительно вот эти нормы будут соблюдать, минус 15 миллионов баррелей, то диапазон будет 35-45. Возможно, даже 35-47 по бренту. Вот. Но и здесь еще такой момент есть. Если все-таки какие-то конфликтные ситуации будут с аудитами, они же могут подсаливать. Они будут, ну, допустим, продавать с дисконтом. И тогда бренд будет стоить, например, 45, а Уралс будут покупать за 25. Я не думаю, что нам от этого будет легче. Поэтому здесь все-таки слишком очень много подводных камней в этой ситуации. И эти камни, помимо просто вот цены на нефть, которые мы видим на котировках, там Brent или WTI, здесь еще есть такой скользкий момент, как позиции других игроков, саудитов. То есть, если они демпингуют, то наиболее вероятно, что Уралс будет падать к Бренту. И даже при заманчивых котировках по Бренту и WTI Уралс может стоить значительно дешевле. Это, в общем-то, и есть их цель. Не только саудитов. Чтобы российская нефть, она либо не продавалась, либо продавалась дешево, очень дешево. Значительно дешевле, чем их нефть. Потому что, чтобы маржу они клали себе в карман, а российские нефтяники работали либо в ноль, либо, может быть, даже в убыток. Но здесь нет никакой ни злобы, там, ни ненависти, там, что нас там это самое, там хотят злобные пиндосы. Нет, это обычный бизнес. Это обычный капитализм. Так себя все ведут. На то и есть система сдержек противовесов, что каждый соблюдает свои интересы, каждый борется за них, хватает за горло другого. И в результате этого выстраивается равновесная система, и все как-то учатся взаимодействовать и договариваться. Так, ну все, затянулся этот ролик. Спасибо за внимание. Давайте первую тему. Вот я ее хотел, чтобы она была первой. Но мне еще надо подумать. Я ее чуть попозже, наверное, выпущу. И более детально мы тогда с утра, либо вечером по ценам на акции, на доллар обсудим, поговорим. Все, спасибо за внимание. До свидания.